Привет, фанаты BTS! Недавно Тэхён и Чингук были замечены вместе в аэропорту, и это не осталось незамеченным. Однако на этот раз кое-что заставило людей говорить больше, чем ожидалось. Комментарий репортера из RNX Media, который был воспринят совсем не тепло. На видео отчетливо слышно, как репортер говорит: «Мы рады видеть вас двоих вместе». До этого момента все казалось нормальным, но затем она добавила: «Чингук в последнее время общается только с Чимином». Многие сочли эту фразу неуместной, особенно учитывая время и контекст. Чингук не ответил на комментарий, и хотя был слышен смех, это явно был смех репортера, а не его самого. Чингук не был рядом с микрофоном и никак не отреагировал. Несмотря на это, некоторые люди в социальных сетях начали утверждать, что Чингук смеялся над комментарием, что попросту не соответствует действительности. Эти заявления в основном исходили от пользователей сети. К сожалению, начали распространяться ложные слухи, основанные на беспочвенных предположениях. На самом деле, комментарий репортера был неуместен, и Чингук не получил ответа. Но более того, здесь действительно важна еще одна деталь, на которую стоит обратить внимание. Чингук и Тэхён были вместе в Корее, они проводили время вместе, а затем путешествовали вместе. Именно эта деталь больше всего находит отклик у тех, кто не принимает их близость, потому что она в очередной раз показывает, что их связь остается крепкой и естественной. Это не домыслы, а факт. Отношения Тэхёна и Чингука были темой для обсуждения годами. Многие пытались поставить их отношения под сомнение, но их поступки говорят сами за себя. Они путешествуют вместе, они проводят время вместе, они наслаждаются обществом друг друга, не скрывая и не притворяясь. Эти отношения развивались со временем, и они, очевидно, много значат для них обоих. Некоторые настаивают, что между ними просто дружба, но стоит присмотреться к ним внимательнее, и вы поймете, что между ними есть нечто более глубокое. Дело не только в том, что они хорошо понимают друг друга, между ними существует особая связь, выходящая за рамки того, что обычно наблюдается между участниками группы. Их жесты, взгляды и то, как они заботятся друг о друге, демонстрируют сильную связь, которая не нуждается в ярлыках, чтобы быть настоящей. Еще одна информация, вызывающая недоумение, это заявление RNX о причине поездки. Изначально они утверждали, что это было связано с модой, однако вскоре изменили описание видео, уточнив, что Тэхён и Чингук летят в Лос-Анджелес и на этот раз пробудут там дольше обычного. Эта внезапная смена обстановки заставляет многих задуматься, не была ли первоначальная информация просто предлогом, чтобы отвлечься от происходящего на самом деле. Хотя известны не все подробности поездки, ясно одно: Тэхён и Чингук решили поехать вместе. И для тех, кто понимает и поддерживает их отношения, этого достаточно. Важно то, что они продолжают делать то, что делает их счастливыми, не беспокоясь о том, что думают или говорят другие. Конечно, это беспокоит многих. Некоторые предпочитают представлять себе версию, не соответствующую действительности, а некоторые просто не могут видеть их вместе. Но правда в том, что ни Тэхён, ни Чингук не придерживаются этих мнений, оба не раз доказывали, что способны принимать собственные решения и защищать то, что имеют. Более того, был еще один момент, который вызвал много недоумения и комментариев в интернете. Все началось, когда Тэхёна и Чингука заметили в одном аэропорту. Многих удивило то, что они прибыли почти одновременно. На кадрах отчетливо видно, как две машины останавливаются перед входом. Чингук вышел из первой машины, и репортеры окликнули его. Однако он не отреагировал и спокойно продолжил свой путь. Вскоре после этого подошли несколько человек, включая репортера и фаната. Они попытались поговорить с ним, но сопровождавший его охранник сказал им, что Чингук идет в туалет. Команда объяснила им это. Тем временем Тэхён прибыл отдельно, и как только он вошел, его увидели спрашивающим о Чингуке. Кто-то из его команды ответил, что Чингук приехал и ждет его внутри. Затем один из репортеров приветствует Тэхёна и вежливо просит его опустить камеру. Это был почтительный жест, показывающий, что он не хотел, чтобы его снимали в тот момент. Важно то, что произошло дальше. Тэхён и Чингук снова встретились в аэропорту и шли вместе, всегда держась рядом.
Хотя все было ясно, начали циркулировать необоснованные слухи. Некоторые начали говорить, что Чонгук проигнорировал Тэхёна, оставил его одного и не стал ждать. Некоторые даже утверждали, что это признак натянутых отношений. Однако, если внимательно посмотреть все видео и послушать, что говорили присутствующие, вы поймете, что все это неправда. Телохранитель ясно сказал, что Чонгук пошел в туалет, и Тэхён сразу же спросил об этом. Не было никаких признаков раздражения или дистанции между ними. Вместо этого они естественно встретились и продолжили свой путь вместе. Это была просто координация действий, как это происходит в жизни всех путешествующих вместе. Не обязательно все записывать или подробно объяснять, чтобы показать близость. Важно понимать, что у Тэхёна и Чонгука совершенно особенные отношения. Их связь не зависит от того, чтобы все выставлять на показ. Им не нужно снимать видео, чтобы люди поверили в их близость. Находясь в Корее, они проводят время вместе, ведя себя уединенно, что показывает, что они ценят свои отношения больше, чем могут подумать другие. Некоторые пользователи сети пытаются сравнивать эти отношения с другими или создают путаницу, утверждая, что они просто следуют плану, разработанному их компаниями. Но в данном случае не было никакой рекламы, никаких рекламных роликов, никаких совместных публичных мероприятий. Они просто были в одной стране, путешествовали вместе и делились личными моментами. Некоторые люди склонны интерпретировать все по-своему, но важно также помнить, что есть очевидные факты, которые невозможно отрицать. Чонгук и Тэхён прибыли в аэропорт в один и тот же день, в одно и то же время, и вместе покинули Корею. Это подтверждает то, что многие уже знают, их отношения остаются крепкими и настоящими. Итак, когда кто-то говорит, что Тэхён и Чонгук не вместе или что они просто притворяются близкими, это просто слово. Стоит внимательно изучить факты. То, что мы видели в аэропорту, было лишь частью большой истории. Истории, которую они выстраивали тихо, без каких-либо убедительных доказательств или откровенной агитации. Истории, которую многие могут не понять, но она явно есть. В поведении Тэхёна и Чонгука, когда они вместе, есть что-то совершенно особенное. Это невозможно выразить словами, это видно в каждом движении, в каждом взгляде, в каждом их маленьком жесте. Иногда достаточно увидеть, как они идут рядом, как они поворачивают головы вместе, или как они смотрят друг на друга, когда думают, что никто не видит. Как будто у них есть какой-то безмолвный код, способ общения без слов. Когда один движется, другой словно чувствует это. Когда одному что-то нужно, другой предлагает это без просьб.